внимание. Да, нормально. И поехали. Здравствуйте, друзья. Ну что ж, выборы в США прошли, и несмотря на заявление Трампа о фальсификации, мы практически со 100% вероятностью можем говорить о том, что кресло в овальном кабинете займет Джо Байден. Как это отразится на общей геополитической ситуации, на рынке акций, на Стоп. Максим, это не тот канал. Извините, сорян, сейчас все будет. Салют, друзья, меня зовут Макс Юн, и вы на моем канале, где мы говорим об ИСБ. Сегодня речь пойдет о теме, которая выходит за рамки ИСБ, но ощутимо касается многих аспектов нашей жизни. Периодически я общаюсь с молодыми ребятами, которые приходят к нам в школу ИСБ. И с одной стороны, они полны желания достичь успеха и стать крутыми ИСБшниками, а с другой обуреваемы сомнениями, часто противоположными. Что если я слишком молод для всего этого или наоборот слишком стар? Что если я слишком легкий или слишком толстый? А что если у меня нет работы, чтобы оплачивать тренировки? Или вообще создан ли я для всего этого? Как мне делать то или это? Такого рода мысли у них в головах. Самокопание – это нормально. Главное не превратить его в самозакапывание. Особенно, когда перед тобой примеры топовых спортсменов. Ты видишь лишь вершину айсберга их успеха. Легко не заметить огромный пройденный путь и идеализировать своих кумиров, одновременно разуверившись в собственных силах. Сегодня я расскажу вам о том, как стать чемпионом мира, если это ваше желание, или достигать каких-то других целей. Возможно, вам покажется, что от этого видео пахнет коучингом, мотивацией, вот этим вот всем. Да, точно пахнет. А если не пахнет, то лучше сдайте анализ, потому что потеря обоняния – это один из главных симптомов, сами знаете чего. Я не коуч и не психолог. Парень в бронированном костюме. А снять кто ты без него? Гений, миллиардер, плейбой, филантроп. Я просто хочу рассказать вам о том, что действительно работает, в чем я не раз убеждался на личном опыте. Конкретизирование цели – залог успеха. Очевидная истина, но не для всех почему-то, кроется в том, что когда вы приступаете к новому делу, нужно в первую очередь разобраться, чего именно вы хотите. Сформулировать не общую цель, а конкретную. К примеру, вы хотите стать крутым в ИСБ. Это цель общая, и достичь ее можно по-разному. Можно задорно откручивать головы карликам, как брю. Всегда бить карликов очень приятно. Если противник ниже тебя в 2 раза, идеально. Если еще женщина, вообще идеально. Можно круто бороться, как Мандулай. Вот прихвати за подбородок гораздо проще. Ты при этом вторую руку кладешь ему на шею. Кладу ему воронью затылок вторую руку. То есть получается... Или филигранно фехтовать, как Илья Иванов. Или бегать и раздавать люлей, как французский ниндзя. Определение конкретной цели – это первый шаг к ее достижению. Определившись с целью, определитесь с мотивацией. Поймите не только, чего вы хотите, но и почему вы этого хотите. В чем ценность достижения конкретной цели. Это будет помогать вам в моменты спада, в те моменты, когда что-то идет не совсем так, как хотелось бы. Разобрались с этим и полетели дальше. Когда вы поняли, чего вы хотите, когда вы поняли, почему вы этого хотите, следующий шаг – понять, как именно вы будете это делать. Если ваша цель велика, скажем, вы хотите попасть в российскую сборную, не стесняйтесь, разбейте ее на небольшие подцели. Писатели не пишут книгу сразу. Мы не Атланта, чтобы сходу двигать горы. Джо Байден стал президентом США только в 77 лет, если стал президентом США. Нет ничего такого в том, чтобы идти к своей цели медленно. Просто разработай план, раздели его на контрольные точки. Это поможет тебе обрести уверенность в себе и внутренне расслабиться. В любой момент времени ты сможешь посмотреть в план, понять, где ты находишься сейчас, вспомнить, какой огромный путь ты уже проделал и какой шаг следующий. Ты будешь понимать, все идет по плану. Кроме этого, было бы не лишним разработать еще и альтернативный план действий, на случай, если что-то вдруг пошло не так. Это поможет тебе сменить стратегию и не сбиться с курса. Вот тут можно было бы обратиться, к примеру, кого-нибудь суперизвестного, типа Илона Маска. Но у нас блог специализирован, поэтому, не называя имен, я скажу, что среди топовых бойцов ИСБ, членов сборной России, очень много ребят, у кого график расписан буквально по часам. Это прям настоящие люди ежедневника. Это успешные бизнесмены, топ-менеджеры, юристы. Я не хочу сказать, что именно это есть причина их успеха, но это определенная часть рецепта. Привычка планировать собственные действия развивает самодисциплину, а это неизбежно приведет к успеху, как на ресталище, так и в жизни. Идти к своей цели – тяжелый труд. Зайти на пьедестал – дело нескольких минут. В ИСБ, как и в любом спорте, очень важно много и упорно тренироваться. Вы не станете профессионалом в чем-то без усердия. На входе в питерскую школу ИСБ написано: «Усердный труд всегда побеждает талант». И это чертовски важно осознавать. Талант действительно важен, но часто его переоценивают. Поначалу человеку, который наделен талантом, все дается проще, и на короткой дистанции он выходит вперед.
а усердный, но менее талантливый волочится в хвосте. Но чем больше проходит времени, тем разрыв становится меньше, и в какой-то момент усердный бесталантыш выходит вперед и также неумолимо и стабильно отрывается от того, кому по первости давалось все легко. Кто был аутсайдером, тот становится лидером. За каждый шаг продвижения он боролся с собственной природой, которая не наградила его идеальными исходными данными. Он знает боль поражения, он знает, что такое не получается. Каждый освоенный навык закреплен очень глубоко, ведь дался непросто. Он не просто его выучил, он его осознал. Отнеситесь к делу не то что серьезно, отнеситесь к нему с пристрастием. Изучите все грани алебарды. Познайте все щербинки сабли. Не стесняйтесь спрашивать у старших товарищей совета, они с удовольствием поделятся с вами информацией и опытом. Если вам чего-то не хватает на тренировках или вы чего-то не понимаете, скажите об этом тренеру. Хороший тренер учтет это, даст совет, откорректирует. Ярким примером усердия из нашего спорта может являться Алексей Петрик, многократный чемпион мира в боях 1 на 1. С одной стороны, Алексея нельзя назвать бесталанным. Он высокий, сильный, с отличной антропометрией. С другой стороны, чтобы стать чемпионом, ему предстояло сместить Сергея Уколова, человека-глыбу, человека-легенду, человека, который тоже обладает выдающимся усердием. Сам факт соперничества с Уколовым может демотивировать, но Алексей не сдавался, все ближе и ближе подбираясь к Уколову, пока наконец в 2016 году он не стал чемпионом и является им до сих пор. Часто так случается, что человек винит во всем все, что угодно, но только не себя. Или наоборот, видит себя причиной всех неудач. Постарайтесь уйти от этой концепции, когда кто-то обязательно должен быть виноват. У всего есть причины и следствия, в том числе у вашего неуспеха. Вместо того, чтобы тратить силы на поиски козла отпущения, лучше потратьте их на анализ кейса. Поймите, в чем была причина неудачи, и найдите способ избежать ее повторения в будущем. Не страшно, если вы ошибаетесь. Страшно, если вы повторяете одну и ту же ошибку из раза в раз и не делаете никаких выводов. Как я и говорил выше, не стесняйтесь спрашивать совет у старших товарищей. Почти наверняка та проблема, которая вам сейчас кажется не имеющей решения, для них уже пройденный путь. Если стало совсем тяжело и невыносимо, не спешите отказываться от своей цели. Во-первых, это обесценит все потраченные усилия. Вы поймете, что впустую потратили не только свое, но и чужое время и ресурсы впустую. Да, временами у нас у всех опускаются руки, по разным причинам. Вы можете потерять что-то, что вам очень дорого. Или получить травму на тренировке, на соревновании. А возможно, вы не можете найти работу, и жизнь крутит из вас клубок жил. Да, в такие моменты не хочется ничего, кроме как забить на все. В такой-то момент вас и выручит долгосрочное планирование, о котором я говорил в начале. Видя весь путь целиком, гораздо проще переживать локальные провисы. Продолжайте путь к своей цели. Возможно, с меньшей скоростью, но стабильно. А если сил нет даже на минимальную скорость, сделайте перерыв, переключите внимание на что-то другое. Семья, друзья, походы на природу, хорошие книги. Все это поможет вам накопить силы, чтобы продолжить. Да и вообще, будет время вспомнить, зачем во все это ввязались. Кто-то скажет, презирайте трудности. Я не согласен. Я говорю, относитесь к трудностям как к учителям. Да, бывает сложно, бывает больно, но это точно пойдет вам на пользу. Я недавно читал про Киану Ривза. Оказывается, актер является одним из лидеров антипремии «Золотая малина». Он даже получил номинацию «Худший неудачник за первые 25 лет». Но даже имея такие регалии, он все равно достиг успеха и признания в карьере. Поймите меня правильно, иногда нужно признать, что проект мертвый, и что ваша цель больше не актуальна и не стоит затраченных усилий. Умение признать, что лошадь сдохла, очень важно. Не менее важно, чем все то, о чем я сегодня говорил. Просто решение это принимать нужно не на эмоциях. В общем, такой ролик получился, друзья. И хотя может показаться, что его сценарий писала нейросеть, в которую загрузили цитаты из пацанских пабликов, я надеюсь, вы найдете в нем какое-то полезное зерно. И не забывайте про колокольчики, это очень важно, если вы понимаете, о чем я. На этом все. Пока. Кстати, ребят, я у себя уже ВКонтакте написал, я еще в Фейсбуке напишу. Я планирую сделать ролик топ братух-борцух. И вот я хочу попросить вас мне помочь, написать мне в личку людей, которые, по вашему мнению, должны быть в этом топе. Потому что я несколько раз там забывал одного или другого. Все почему? Потому что я сейчас черпаю всю информацию из своей головы, своих личных воспоминаний. И поэтому, получается, знаете, достаточно субъективный контент. Хочется все-таки, чтобы он был, более объективный. Поэтому, если вы хотите мне помочь эту ситуацию исправить, пришлите мне ваш список бойцов, которые должны быть в топе борцунов. А если вы еще все это дополните ссылочками на видосы с тайм-кодами, будет совсем классно. Ну все, спасибо, пока.